Привет! Не так давно по объявлению на Авито я приобрел картридж EverDrive, и с ним в комплекте мне достался интересный Game Boy Classic. На нем был сделан ProSound мод на стандартный разъем 3.5, а также бэклайт подсветки, при установке которого, очевидно, у ребят что-то пошло не так, и результат вы видите на экране. Было решено дать парню новую жизнь. У меня много кирпичей с подсветкой, но на этот раз хотелось попробовать что-то более современное. Посмотрев актуальные моды, решил поставить IPC-дисплей, и только благодаря вашей помощи с донатами я приобрел его, и сейчас давайте уже рассмотрим, как это играть в Game Boy Classic по комфорту в 2021 году. Для начала взглянем на уже установленный дисплей, его функционал и возможности. А сам процесс моддинга я покажу в конце видео. Сразу скажу, что это самый крутой, самый простой мод, который вы можете поставить самостоятельно буквально за 10 минут. Теперь давайте я вам наглядно покажу свет классического экрана от Game Boy на примере Pocket, бэклайт на кирпич и IPC. Ну что, давайте посмотрим теперь, как это выглядит вживую. Специально для вас я так ждал этот момент, чтобы оторвать эту пленочку. Наслаждаемся. Рассмотрим IPC-дисплей в деле на примере игры Super Mario Land 2. Обратите внимание, как четко вам все видно. У меня здесь лампа направлена, дневной свет за шторой. При этом нам это не мешает. Значит, все управление завязано на регуляторе контраста. Мы можем им пользоваться классически, но также эта кнопка. Если ее зажать, появляется меню. Здесь у нас есть настройка контраста. Она запредельна, и даже сейчас при свете это очень ярко. Возможно, это пригодится при попадании прямых солнечных лучей, но сомневаюсь, что где-то вам это может пригодиться. Нажимаем ОК, нажимаем выход. Дальше есть позиционирование по вертикали. Можно откалибровать картинку для себя. И по горизонтали. При установке дисплея сначала он отображался слишком маленьким, но после того, как мы собрали мод, он откалибровался самостоятельно. Вот, если ничего не делать, меню пропадает. Также при долгом зажатии кнопки, находясь в меню, мы можем из него выйти. Пиксель-эффект. Если его включить, то картинка становится более размытой, и на месте одной точки, назовем его пикселя, у нас появляются 4 значения. И если его выключить, картинка становится по-настоящему сочной и красочной. Так что рекомендую им не пользоваться. Также есть интересная фича отображения индикации заряда батарейки. Она отображается в углу. Весьма удобно, можно понять, когда стоит или не стоит менять ваши батарейки и аккумуляторы. Ну и самое главное, сейчас я покажу и потом опять вернусь в меню к этому пункту. При нажатии кнопки краткосрочным меняется цветовая палитра всей картинки. Она может быть монохромной в различных цветах, они встроенные. Черно-белая очень круто выглядит. И стандартная цветная. Она максимально удобная, насыщенная, позволяет взглянуть на старые игры с новым взглядом. И теперь, возвращаясь к меню, есть Color Adjust, где мы можем по аналогии с Super Game Boy для Super Nintendo или Super Famicom настраивать значение каждого цвета. Таким образом мы можем сделать картинку максимально приятную для той или иной игры и настроить ее под себя. Так, долгое зажатие. Теперь, чтобы было наглядно, поменяем основной цвет в игре. И наш оранжевый сменился на зеленый. Таким образом, это открывает колоссальные возможности, и можно сделать практически что угодно. Также в меню есть Factory Reset, и он возвращает все в стандартные значения. Отличным бонусом является то, что любые ваши настройки, они сохраняются. И выключив и включив приставку, вы получаете ту же цветовую гамму в тех же
настройках позиционирования, которые вы оставляли. Ну а теперь давайте перейдем к процессу установки. Посылка была отлично упакована, новый корпус находился в пупырках, дисплей и все необходимые детали для установки в отдельном жестком пластиковом кейсе, и также приехал набор очень хороших отверток. Не таких вот, как в первый раз, когда я заказывал новый корпус, а уже нормальных, серьезных, реально очень хорошие. Заказывал я на AliExpress, ссылка в описании. Вариантов много, смотрите по отзывам на свое усмотрение. Я, если честно, небольшой эксперт в AliExpress, но заказ был оформлен с доставкой в Постамат, в соседний Магнит, пятерочку, и приехал очень быстро. Рекомендую данный способ, без очередей на почте и прочей вакханалии с оповещениями. Поговаривают, что если заказывать несколько позиций, они их объединяют, человек с Постамата забирает с таможни, и все приходит быстренько и в срок. Так что рекомендую. А теперь процесс установки. Для начала разбираем геймбой, откручиваем по периметру болты, аккуратно отсоединяем детали, там у нас находится шлейф, снимаем переднюю панель. При необходимости рекомендую прочистить контакты от пыли и грязи. В нашем случае внутренности были в отличном состоянии, мы лишь подправили саунд-мод, сделанный прежними владельцами. Снимаем заднюю панель. К нам приехала уже новая модель дисплея, и, насмотревшись видео модов, мы заранее откусили лишние пластиковые детали, но при установке данной модели экрана эти действия оказались необязательными. Все зависит от модели вашей покупки, так что знайте о такой возможности, если вдруг вам что-то будет мешать при сборке. Собираем экран, здесь все очень просто, липкая лента находится в комплекте, присоединяем дисплей, крепление пластиковое и микросхему. Дальше, пока все разобрано, мы подключаем, проверяем на работоспособность. На удивление, после сборки экран самостоятельно откалибровался, я лишь подстроил по себя несколько шагов по вертикали и горизонтали. Мод готов, собираем геймбой. При сборке не рекомендую перетягивать соединения, обратите на это внимание, так как возможно повредить экран и внутренние детали. Также рекомендую при сборке оставить оригинальные резинки под кнопки. Новые не очень хвалят, и они не такие точные при нажатиях. Единственная сложность при установке данного мода — это припаять два провода на динамик. В комплекте он не идет, так что выпаиваем оригинальный и просто припаиваем на те же контакты на новой плате.
Дисплей установил Андрей из Game Rack Shop. Я постоянно пользуюсь его услугами для моддинга и ремонта видеоигрового оборудования. Андрей всегда готов к интересным экспериментам, работает с доставкой, отправкой и, самое главное, качественно выполняет заказы за весьма приемлемый прайс. Рекомендую, обращайтесь, ссылочка на его группу в описании. А теперь самое интересное – конкурс. Поскольку оживить кирпич мне помогли именно ваши донаты, я хочу разыграть этот замечательный чудо геймбой с IPC-дисплеем и ProSound модом среди подписчиков канала. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии под этим видео, почему именно вам должен достаться прокачанный парнишка. Но, чтобы к нам не набежали откровенные любители халявы и мы не увидели геймбой в объявлениях на Авито через неделю, давайте устроим небольшой конкурс талантов. Предлагаю вам снять видеоклип, нарисовать фан-арт, станцевать на голове, написать классную мелодию или статью, которая поможет в развитии моего канала на YouTube. Проявите себя с лучшей стороны, в чем вы действительно хороши. Это может быть абсолютно любое творчество, созданное специально для этого конкурса. Никаких ограничений ваших возможностей, но самое главное, чтобы это имело практическую пользу для промо и прямо отсылалось к моему каналу или проекту. Выкладывайте свой контент с хэштегом WroomsSSR и кидайте ссылку в комментарии к этому видео. Думаю, чуть больше летнего месяца вам должно хватить на реализацию ваших идей. Итоги подведем на стриме 10 августа и отправим вот такой замечательный геймбой новому владельцу куда угодно. На этом все. Пишите, слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!